А знаешь ли кого-нибудь ты из России, каких-нибудь музыкантов, может? You're watching Pastudium. Привет, друзья! Пришло время узнать, как же пишут музыку известные артисты и музыканты за границей. Поэтому я в Лондоне, и сегодня мы идем в гости к известному продюсеру Сигала. В свои 25 лет он уже имеет мировой хит «Easy Love», сотни миллионов просмотров на ютубе, и совместки с Джоном Ньюманом, Крейгом Дэвидом просто что-то невероятное. Начинаем! Брюс, как ты думаешь, почему так много крутых известных музыкантов именно из Англии? Как думаешь, с чем это связано? Даже не знаю. Скорее всего потому, что почти везде сейчас говорят на английском, и эту музыку понимают далеко за пределами Англии, даже в тех странах, где английский не является родным и изучается как иностранный или даже второй иностранный язык. Плюс, чтобы понимать музыку, не нужно быть гуру английского, достаточно знать основы, и это классно. А какую в детстве ты слушал музыку? Может, в этом все-таки заключается дело? Ну, я слушал очень много разной музыки. Естественно, начинал я с того, что слушали мои родители, то есть с рок-музыки. Конечно же, AC/DC, также Queen, Motorhead и другие британские группы. Американский рок, естественно, тоже, например, Guns N' Roses, ну и многое другое. Я рос на этом роке, а позже, когда повзрослел, узнал и о танцевальной музыке, открыл для себя электронику и многие другие жанры и направления в музыке. Но вот сколько себя помню, я всегда любил попсу. Я постоянно слушал Spice Girls в детстве, представляешь? Они мне очень нравились. Я до сих пор слушаю поп, но при этом я чувствую влияние многих других музыкальных жанров и стилей. Я целыми днями слушаю музыку, и она всегда очень разная. Начиная от рок-групп и джаз-бендов, до танцевальной музыки и жесткой электронщины. И каждый день я открываю у себя что-то новое. Друзья, просто я веду на Радио Рекорд Club Chart, и там почти каждый второй музыкант — это британец, поэтому я, собственно, это узнаю. Брюс, был ли ты когда-нибудь в России и планируешь ли ты там побывать? Я ни разу не был в России, но очень хочу там побывать. До того, как ты выпустил первый трек, ты писал музыку для других артистов. Как долго это продолжалось и в какой момент ты понял, что ты хочешь писать музыку уже для себя? Да, на протяжении примерно 3-4 лет я писал музыку для других артистов, попутно занимался своим творчеством и пытался распространить эту музыку в массы. Однако очень сложно донести свое творчество до слушателя, когда у тебя нет нужных связей. В те годы мне было очень сложно в этом плане, и спустя какое-то время я понял, что музыку нужно делать в первую очередь для себя, и писать нужно именно то, что нравится тебе самому. И с того момента, с момента осознания этого, все изменилось. Я перестал думать о том, как понравится другим, и что, как мне казалось, было популярным в те годы в музыке, и начал писать то, что нравится, и то, что хочется. Именно тогда и была написана песня Easy Love. Это был мой первый сингл, и его очень хорошо приняли. Я совсем этого не ожидал, но Easy Love стала настоящим прорывом. И тогда я понял, чего же именно мне так не хватало все эти годы. Нужно было просто писать то, что хочется, и то, что по-настоящему нравится. Получается, ты понял, как работает эта индустрия, обзавелся какими-то минимальными контактами и уже с этим смог запустить свой трек. Да, сначала появилась пара знакомых в этой индустрии, затем в окружении появились музыканты и продюсеры, которые делали похожую музыку. Потом обычное сарафанное радио и коллаборация с другими музыкантами и артистами. Ведь рано или поздно тебе надоедает писать музыку в одиночку, становится скучно и хочется чего-то нового. Поэтому я всегда нахожусь в поиске новых артистов, музыкантов, исполнителей. Ведь когда я только переехал в Лондон, я еще совсем никого здесь не знал. И с тех пор я потихоньку собирал вокруг себя эту команду, с которой мне всегда нравилось работать и творить. И это был очень важный этап моей творческой жизни, и он сыграл в моем становлении большую роль. Брюс, ты сейчас большой мировой артист. Большая ли у тебя команда? Кто чем занимается?
Да, индустрия музыки очень многогранна, и в моем окружении постоянно вращаются разные люди. Каждый из них выполняет определенную роль. Во-первых, это музыканты, с которыми я делаю коллаборации, авторы, исполнители, артисты, сонграйтеры. Все, с кем я когда-либо сотрудничал, это невероятные и потрясающие люди. Во-вторых, это моя гастрольная команда, которая занимается организацией музыкальных туров и следит за тем, чтобы я не опаздывал на свои собственные концерты. В-третьих, у нас свое музыкальное издательство и собственный музыкальный лейбл, где мы занимаемся продвижением новых артистов, помогаем в распространении новой музыки и молодых талантов. Есть еще мой менеджмент. Это вообще отдельная история. В этом бизнесе очень много разных сфер, где задействована масса разных людей, и я бы никогда не справился со всем этим в одиночку. В одном из интервью ты говорил, что хотел бы поработать с Ритой Орой, а получилось ли реализовать эту идею? К сожалению, нет, пока не получилось. Дело было так. У меня был трек, на котором она спела, и какое-то время я работал над этим треком. Но в конечном итоге как-то не задалось, но я все еще надеюсь, что однажды нам удастся закончить этот проект. Будут ли еще совместные работы с Крейгом Дэвидом? В перспективе, конечно. Я обожаю работать с Крейгом Дэвидом. Кстати, не так давно я принимал участие в его крупном музыкальном туре по городам Великобритании. В моей музыкальной карьере это вообще один из первых артистов со столь близким мне видением и схожими музыкальными вкусами. Все произошло очень спонтанно. Сначала я выпустил Easy Love, затем, кажется, вышла Sweet Lovin', и к тому моменту в моем списке еще не было таких крупномасштабных звезд, как Крейг Дэвид. И тут мы встретились. Естественно, к такому меня жизнь не готовила. Это же Крейг Дэвид, камон. Я тогда не на шутку испугался, я ведь вырос на его музыке, и уже тогда он был культовым артистом и известным во всем мире. И вот мы познакомились, и я понял, что переживал зря. Он офигенный мужик, мы вместе написали много крутых песен, и я с радостью поработал бы с ним снова. Как думаешь, какова сейчас ситуация с танцевальной музыкой, и что будет с ней, например, через 5 лет? Хороший вопрос. Одно я могу сказать точно. Сейчас у танцевальной музыки все как никогда хорошо. И сегодня любая электронная музыка в топе. Она просто разрывает мировые чарты и находит большой отклик у слушателей. Особенно если речь идет о музыкальных фестивалях, в том числе и мировых. Для танцевальной музыки это удивительное время, но, честно говоря, я не знаю, к чему она придет в конечном итоге. И я думаю, что рано или поздно какой-нибудь музыкант выпустит нечто абсолютно новое и таким образом изменит парадигму и вектор развития танцевальной музыки в принципе. Но вопрос действительно очень интересный. Мы не можем знать наверняка, что произойдет с танцевальной музыкой даже в самом обозримом будущем, через год или два. И в этом-то вся соль. Может произойти все что угодно. И это офигенно. А знаешь ли кого-нибудь ты из России, каких-нибудь музыкантов, может? Прости, мужик, из русских, кажется, никого не знаю. Хотя надо бы. Честно говоря, я живу в своем уютном маленьком мирке, и мало кого знаю даже из британских музыкантов, не говоря уж о других. Я много времени провожу в студии и не сильно интересуюсь, что там снаружи. Помнишь ли хотя бы одну песню русскую какую-нибудь, кроме, может, «Калинки»? Ну, даже не знаю. В общем, друзья, у вас все еще впереди. У нас пока мало кто знает, но я думаю, что скоро и о русских продюсерах будут знать за границей. Я знаю, ты очень увлекаешься машинами, у тебя даже есть Audi R8. Расскажи, какие у тебя есть еще машины в твоем парке? И катаешься ли ты до сих пор на этой Audi? Конечно, на Audi R8 я езжу постоянно, это моя любимица. Но багажник у нее очень символический, буквально вот таких вот размеров, поэтому все свои покупки приходится утрамбовывать руками. В остальном это офигенная тачка, и я в принципе люблю эту тему. Несколько раз в год я участвую в ралли-гонках, у меня есть Subaru Impreza, шикарная машина, тюнингованная под гонки. Я часто гоняю на ралли в компании Джона Ньюмана, он тоже большой автолюбитель и фанатеет по гонкам. Мы собираемся вместе и катаемся по нашим любимым уэльским местам, тем самым знаменитым британским холмам. Шаришь? Это офигенно. А можно ли тебя когда-нибудь встретить на общественном транспорте или в метро? Бываешь ли ты там? На общественном транспорте практически никогда не езжу. Я вообще не часто езжу в центр города. На машине я добираюсь за 30 минут до студии и за час до аэропорта. И это все, что мне нужно. Поэтому ездить в центр у меня нет особой необходимости. Но общественный транспорт я вообще не переношу.
Ты, наверное, в детстве еще любил смотреть Топ Гир. Насколько популярна была у вас эта программа? У нас в России это просто мега народная передача. Ух ты, не знал, что в России его смотрят. Я обожаю Топ Гир, здесь он идет уже очень давно. Жалко, что ведущие сменились. Больше всего мне нравился старый состав оригинального Топ Гир, того самого, где был Джереми Кларксон со своими корешами. Но я все равно не могу оторваться и постоянно смотрю это шоу. Я очень люблю серии с путешествиями по разным городам и странам. Помню, был один выпуск во Вьетнаме, и это было что-то невероятное. Элемент тревел-шоу в Топ Гире мне всегда очень заходил. Как вы уже заметили по выпускам, я всегда пользовался MacBook Air. MacBook Air с установленной виндой через Bootcamp. Я не сумасшедший, это сделано было для того, чтобы пользоваться программой FL Studio, в которой я пишу музыку, и раньше она была только для Windows. Из-за удобного форм-фактора MacBook я долго не мог найти ему альтернативу, и только сейчас нашел ее в виде ноутбука от MSI. Это моделька Prestige 14 на крутом процессоре 10-го поколения, конечно же, i7, с 16 гигабайтами оперативной памяти и крутой видеокартой NVIDIA GTX 1650. И это на самом деле очень важно, так я использую очень много плагинов обработки, виртуальных синтезаторов и так далее. И все это в очень маленьком компактном корпусе. Также здесь очень много портов, аж 2 USB Type-C сделали. Я просто много использую периферии, как минимум MIDI-клавиатуры, всякие жесткие диски, и надеюсь, всякие переходники мне теперь уже не потребуются. Этот модельный ряд специально сделан для креаторов, музыкантов, фотографов, дизайнеров, монтажеров, то есть таких людей, как мы с вами. И здесь есть крутая штука, Create Center с пресетами для оптимизации процессов в вашем ноутбуке, чтобы всю мощь направить, например, на определенную программу и выжать из нее максимум. Поэтому я более чем доволен и могу нагружать свои проекты по максимуму и не переживать, что все зависнет и сломается. Я уже, кстати, вовсю работаю над новой версией песни «На заре», и я уже смело сделал просто миллион дорожек, и пока, к счастью, ничего не виснет. Сейчас идет у нас процесс записи вокала. Так что, думаю, в скором времени эта вся история выйдет. И еще забавный факт. Если сравнивать с ноутбуком, здесь 14 дюймов, а здесь 13. И MacBook даже больше получается. А все потому, что более тонкие рамки в MSI. А у MacBook они просто гигантские. Получается, MSI меньше, а экран, как ни странно, больше. Кстати, если вы не посмотрели выпуск про песню «На заре», кликайте вот сюда по подсказке. В общем, Demixer рекомендует. Ссылочка будет в описании. Ну а мы идем дальше. Начнем с небольшой экскурсии. У Сигалы не только студия, у него большой офис, так как он большой мировой артист. Это элитный район Лондона. Сразу мы видим здесь его пластинки. Тут почти все его известные хиты. Easy Love, самое главное, как же без него. Здесь у него гостевая комната, если кто-то из музыкантов хочет записаться или там записать вокал. Он это делает здесь. Здесь у него пластиночка фирменная. Большие гигантские мониторы Дженни Леки. Адамы. Такая комната гост-продюсера. Так, идем дальше. Здесь уже у него золотая кнопка YouTube-канала. Больше 1 миллиона подписчиков. Офигенная немецкая классная старинная пианино, которому больше 40 лет. Такое пианино Стиви Вандера. Верлица, ну, тут надо с немецким акцентом читать. Жирафус. Это мой пиано-рум, нечто вроде фортепианного зала. Здесь я часто пишу песни, сочиняю музыку под пианино. Да, у меня тут разные клевые штуки на стенах. На вот, примерь. Че, может, создадим свою группу клавишников? Прикольная штука, да? А это твой гардероб? Да, это гардеробная. Здесь хранятся вещи для разных концертов, гастролей и всякого промоушена. В общем, храню здесь всякий став. И еще у меня тут есть пара солидных костюмчиков. Могу нарядиться так, что мать родная не узнает. Тут у меня стоит фортепиано. Наверное, это одно из самых моих удачных приобретений за всю мою жизнь. Сейчас пойдем на старую студию, и я покажу тебе, с чего все начиналось. Это была моя первая студия. Она тут недалеко, через дорогу. И ты увидишь, как много всего изменилось с тех пор. А теперь мы идем на первую студию Брюса, где он начинал писать свои хиты. Вот так все и начиналось, прикинь. То есть, получается, ты арендовал комнату и первые свои хиты писал здесь? Сейчас здесь частично базируется моя команда по менеджменту. На момент нашего знакомства здесь командовали они. Это была их студия, называется Талиат.
Здесь они работали с разными артистами, музыкантами. И когда я только начинал, они разрешили мне приходить сюда пару раз в неделю, писать музло и работать с исполнителями. Я еще помню те потные времена, когда мы толпой набивались в эту комнатушку и вместе что-то записывали. И я не шучу, иногда здесь реально было очень жарко, потому что нас было много. Знаешь, у меня ностальгия по тем временам. Было очень круто. Свой второй сингл «Sweet Lovin'» я записал здесь, в этих самых стенах. И вроде как вот на этот самый микрофон. What is your mic? X1? Да, это SE Electronics X1. А Easy Love ты тоже здесь написал? Нет, Easy Love записывалась не здесь, но примерно в тот же самый период, пока я здесь творил. Вообще, Easy Love я записал у себя в спальне, в квартире, где я на тот момент жил. Кстати, сетап был примерно такой же. Обычный письменный стол, ноутбук, пара наушников и микрофон. Никакой серьезной аппаратуры у меня тогда не было. Я правильно понимаю, ты, получается, первое время работал здесь и писал песни для других артистов, и потом уже, когда у тебя все начало расти, ты переехал уже в большой офис и построил себе большую студию там? Нет, мы не сразу переехали из этой комнатки в нашу крутую студию, где мы только что были. По ходу дела мы сменили несколько помещений, и каждая новая студия по размерам была чуть больше предыдущей. Однако я не хочу останавливаться на достигнутом, и вскоре планирую опять переехать. Вообще, у меня есть мечта построить свою собственную студию и обустроить там все под себя. И я медленно, но верно двигаюсь к этой цели. Пока я доволен тем, что у меня есть. Та студия, где мы были, меня вполне устраивает, но однажды я снова перееду. You're watching Pastudium. У тебя в треках очень крутые пианино всегда. На каком плагине ты обычно их делаешь? Для пианино у меня есть куча разных плагинов, например, Korg M1. Его очень часто используют для написания танцевальной музыки, если нужны партии клавишных. Но иногда я самостоятельно сэмплирую звуки пианино, я записываю каждую нотку по отдельности, а затем сэмплирую звуки на компьютере и использую в своих треках. Здесь у меня также есть настоящий акустический рояль, иногда я записываю и его. Как правило, я делаю микс из нескольких партий пианино, то есть совмещаю цифровой звук VST-плагина с живым звуком реального инструмента. В случае с пианино плагин Korg M1 отвечает за атаку звука и читаемость, а звук живого рояля добавляет объем, придает теплоту и гармонически наполняет партию обертонами. Поскольку пианино в моих треках часто играет ведущую роль, очень важно сделать его звук как можно сочнее и объемнее. Поэтому одна лишь партия пианино в моем треке может состоять из 5 разных дорожек и плагинов. Крейг Дэвид говорил в своих интервью, что ты очень дотошный и внимательный продюсер. Скажи, сколько времени ты тратишь на трек с таким подходом? Да, я очень дотошный. На Easy Love у меня ушло часа 4. Но после Easy Love на каждый новый трек у меня уходит все больше и больше времени. Кстати, можно же посмотреть таймер проекта в опциях. Сейчас таймер проекта показывает 3 часа, но это только за сегодня. 3 часа? На самом деле, я просто заранее открыл проект перед твоим приходом. То есть Easy Love был написан за 3 часа, да? Ну, как бы да, но 4. нет. В реале на Easy Love ушло гораздо больше 4 часов. Кстати, мой самый длинный проект занял около 180 часов, а это примерно 2 или 3 недели работы в студии. И это лишь для одного трека. На самом деле, на написание самих песен у меня уходит немного времени. Обычно я пишу их довольно быстро. Порой я могу накидать треков 100 за раз, и на это у меня уйдет лишь несколько часов. Но самое интересное происходит потом. Я переслушиваю все эти треки и выбираю из этой сотни самый удачный трек. Когда я понимаю, какой же трек тот самый-самый, я довожу его до ума и уже затем делаю несколько разных версий этого самого-самого трека. В разных стилях, с разными аккордами и разным звучанием. Затем, после недолгого перерыва, я переслушиваю получившиеся версии и отфильтровываю уже версии, то есть вариации лучшего трека. Могу заморочиться и сделать несколько версий лучшей версии. В общем, это очень долгий процесс, но я обожаю это. Когда я уделяю столько внимания деталям, я получаю глубочайшее удовлетворение, и на выходе получается продукт, в котором я уверен на 100%. И так я понимаю, в какой именно интерпретации мой трек звучал лучше всего.
Ты же в треке Easy Love использовал капеллу Jackson 5. Скажи, она была в свободном доступе? Как ты ее нашел? Она попала ко мне случайно. Как-то раз я проходил недалеко отсюда и случайно встретил одного звукоинженера, который на тот момент работал с группой Basement Jaxx и трудился в этой самой студии как раз до меня. Мы разговорились, и он рассказал мне, что у него осталось много старых записей и инструменталов от разных групп. В той самой стопке я и нашел этот материал. Старые записи The Police, Basement Jaxx, даже старые записи Боба Марли. И я начал слезно выпрашивать у него эти записи, поскольку тогда я еще не сотрудничал с вокалистами и крайне нуждался хоть в каком-нибудь вокальном материале. В итоге он согласился и отдал мне эти записи. В ту неделю я все выходные просидел за музыкой и как раз написал ремикс на песню Гэя Марвина, а на следующих выходных родилась песня Easy Love. Если бы не тот чувак, кстати, его зовут Алекс, я не написал бы всего этого. И мы не виделись уже очень давно, но я ему очень благодарен. А в какой последовательности ты обычно пишешь треки? Может, первый ты драм-секцию или вначале акапеллу, или, может, пианинка? С чего ты начинаешь и поэтапно расскажи, как ты пишешь свой трек. Обычно я начинаю с пианино, с мелодии или с аккордовой последовательности. В случае с песней группы Jackson 5 я просто сел за пианино, включил акапелла и наигрывал аккорды поверх нее до тех пор, пока не подобрал что-то действительно стоящее. Когда есть аккорды, можно двигаться дальше, экспериментировать с темпом проекта, подбирать правильную скорость. В случае с Jackson 5 я слегка запичил вокал, то есть поднял высоту тона вокальной дорожки, кажется, на 1 полутон, вследствие чего темп вокальной дорожки стал чуть быстрее оригинального. Вообще, для меня чувства и эмоции — это всегда аккордовые последовательности. И для одной вокальной партии можно подобрать штук 50 разных аккордовых вариаций. Здесь действительно есть где разгуляться. Поэтому я долго наигрываю аккорды, экспериментирую, пробую. И как ни странно, в моих треках часто повторяются одни и те же аккорды, хоть это и незаметно на первый взгляд. Так происходит потому, что я часто возвращаюсь к одной и той же эмоции, а каждая эмоция — это всегда один неповторимый аккорд. Отсюда так много внимания к аккордам. А все, что идет после этого, после написания аккордов, для меня это уже как рутина. Меня хлебом не корми, дай аккорды пописать. Cool. А ты всегда работал в Pro Tools или раньше ты, может, писал в FL Studio или в других программах? Fruity Loops? Да, я всю жизнь сижу на Pro Tools. Опять же, она досталась мне от моего хорошего друга. Хорошие у меня друзья. Нам с группой тогда нужно было записать какую-то песню, а денег на дорогую студию у нас не было. И мы решили делать все в Pro Tools. С тех-то самых пор я и по сей день использую Pro Tools. Конечно, есть много других программ, где можно сделать все то же самое, примерно с тем же результатом. И у каждой из этих программ есть свои плюсы, минусы. Но я давно привык к Pro Tools и, в принципе, не планирую переходить на что-то другое. Easy Case? Это программа Easy Keys. С ее помощью была написана партия для Easy Love. Партия пианино полностью сделана здесь. А что обычно на мастер-секцию вешаешь? На мастере у меня стоит изотоп озон, причем не самая новая версия, но меня вполне устраивает и это. Затем идет плагин Glue от Waves. Это такая легкая компрессия, чтобы склеить микс и придать однородности звучанию. Также я использую умный эквалайзер Galfas. Это нечто вроде плагинов для многополосной компрессии, но только здесь эквализация. На нем можно много чего подправлять, он меня часто спасает. Затем у меня стоит лимитер от FabFilter с пресетом Slow Punch. В общем-то, на этом все. Плюс я слежу за уровнем громкости и не разгоняю выше минус 8 дБ. В общем-то, этим у меня занимается мастеринг-инженер, но частично я делаю мастеринг своих треков сам. Я даже сам замастерил пару своих треков полностью, но
У меня на это уходит больше времени, чем у профессиональных мастеринг-инженеров. Но вот сводить я очень люблю, обожаю этот процесс и всегда свожу сам. Зачастую мои треки весьма сложны в техническом плане. Там есть MIDI-партии, сэмплы и группы различных инструментов. Поэтому я всегда стараюсь выводить стэм-файлы всех дорожек в треке, чтобы упростить дальнейшую работу по сведению. Так ты видишь все партии по слоям, и сводить становится приятнее. А чем ты чаще всего обрабатываешь свою пианинку, вот эту фирменную? Главные эффекты на партии пианино — это компрессия и дилей. Я использую много разных компрессоров, но в данном случае это компрессор CLA 3A. У него медленная атака, и за счет этого нотки пианино сохраняют свои транзиенты, что в свою очередь обеспечивает читаемость пианино в общем миксе. А затем я вешаю эффект дилея, я использую H-Delay от Waves, и поскольку я всегда стараюсь сделать звук пианино моносовместимым, зачастую я включаю режим пинг-понга для придания динамики. О, найс. Режим пинг-понга также помогает заполнить все пустое пространство в миксе. Вот и все. Можно еще добавить плагин OTT от Xfer. Он окрасит звук и добавит полноты. Здесь получается некий эффект компрессии. Чем жирнее пианино, тем лучше. Ну, наверное, не настолько жирно, но мысль ты уловил. Можешь ли ты показать дорожку вокальную, как она у тебя отдельно звучит? Для вокала я использую тот же самый компрессор с медленной атакой, CLA. Вообще, это универсальный плагин, им компрессирует не только вокал, но с вокалом он творит невероятные чудеса. А этот плагин называется CLA Vocals, я взял из пакета Waves, который создан в коллаборации с известным саунд-инженером Крисом Лорд-Элджи. Для вокала это незаменимая штука. Он полностью настраивается, многофункциональный, здесь есть и эквализация, и компрессия, и реверберация, и дилей, даже функция стереорасширения есть. Это яркий пример того, как один плагин заменяет целую цепочку эффектов, и на выходе вокал звучит вполне добротно. По крайней мере, это вполне рабочий инструмент для создания начальной демо-версии. Затем все определит процесс сведения, а там уже нет никаких универсальных способов, поскольку каждый голос очень индивидуален. Иногда нужно сделать вокал плотнее или что-то прибрать в голосе, в то время как другие вокалисты настолько профессионально поют, что и исправлять ничего не нужно. Многое здесь зависит от самого вокалиста. Very good songs. Не говори, этот стул меня уже доконал. Если идет запись, и ты сидишь в этом кресле, лучше не двигайся. No. Вот один из примеров вокала, записанного здесь. Это был трек Came Here for Love, на котором спела Элла Эйр. И она настолько крутая певица, что сводить ее вокал было проще простого. Она очень хорошо поет, поэтому обработок там было по минимуму. А долго ли ты трек делал с Джоном Ньюманом? Нет, с Джоном Ньюманом все получилось довольно быстро, поскольку мы поймали какой-то общий вайб и были с ним на одной волне. И при этом он очень хорошо прочувствовал сам трек и музыку, да еще и сам накидал мне кучу классных идей. Например, он предложил мне сделать что-то типа сирен поверх вокала на припеве Give Me Your Love. Более того, он сам играет на музыкальных инструментах, и когда мы начали писать трек, у нас сразу было четкое видение, к чему мы хотим прийти. Давайте я покажу вам вокальную дорожку Эллы Эйр в треке Came Here for Love. Элла, если ты смотришь, я надеюсь, ты не против. Вот так ее вокал звучит без эффектов. Это сырой звук сразу после записи. И, кстати, на записи даже слегка слышно отражение комнаты. И кое-где даже можно услышать, что минус просачивается сквозь наушники. Как ты уже понял, автотюн здесь был не обязателен, но мы все равно его сделали. Это все-таки поп-музыка, и все должно быть по классике жанра.
На эквалайзере мы отрезали низы и чуть-чуть прибрали частоты, отвечающие за бочкообразность вокала. Есть CLA 3A, который я вам уже показывал, и после него CLA Vocals из пака Chrisa Lord LG. В CLA Vocals я автоматизировал ручки реверберации и дилея, и по ходу песни у этих эффектов будет некое развитие. И на конце фраз дилей усиливается. То есть дилея в какой-то момент станет больше, и он выйдет на передний план. Вот так выглядел проект перед финальным рендерингом. Как видишь, здесь все свалено в кучу, у дорожек нет названий, ничего не понятно. Поэтому я экспортирую все по дорожкам, чтобы удобнее было сводить. А этот процесс занимает больше всего времени при создании трека. К тому же я постоянно что-то меняю и переделываю в своих треках. Came Here for Love, например, изначально звучал вообще по-другому, и уже после выхода клипа я снова сел за него и все пересвел. Это было весело. И цепочка эффектов здесь на вокале очень простая. Эквализация, затем компрессия, после этого многополосная компрессия, ну и, конечно же, бэк-вокалы и их обработка. Ну вот, как-то так. И бэк-вокалы, конечно, это очень важно. Но вообще, я всю жизнь учился делать музыку по видосикам на ютубе и другим видеоматериалам. Но если убрать все мое сочинительство, окажется, что я знаю не намного больше обычных музыкантов. Друзья, пришло время рубрики «Вопросы от подписчиков», и несколько самых лучших я задам Брюсу прямо сейчас. И за день до съемок я всегда в своих соцсетях публикую пост о том, что вы можете задать свой вопрос. Грозный Владислав спрашивает. У Брюса есть степень бакалавра искусств в коммерческой музыке. В России творческие люди про высшее образование говорят, что это трата времени. Насколько для Брюса было полезно то университетское время? Я считаю так. Если ты мечтаешь заниматься музыкой или уже сочиняешь музыку, все равно никому нет дела до твоих бумажек, где написано, что ты что-то там изучал. Ведь по большому счету корочку получить несложно. Достаточно просто не прогуливать пары в университете. Но в моем случае высшее музыкальное образование помогло мне перебраться в Лондон, и для меня это был единственный способ на тот момент. Я сказал родителям, что хочу учиться, и родители разрешили мне переехать и продолжить карьеру в Лондоне. Еще один плюс заключается в том, что музыкальное образование дало мне много знакомств и связей, которых у меня до этого никогда не было. В процессе учебы я знакомился с разными артистами, музыкантами, да и преподаватели мои мне тоже очень много помогали. Через них я знакомился с нужными людьми, находил работу и какое-то время даже подрабатывал на телевидении и писал музыку для местных каналов. Это были очень полезные знакомства, и без всего этого бэкграунда я вряд ли бы пришел к тому, что сейчас имею. Поэтому в моем случае музыкальное образование очень помогло. Бат спрашивает, хватает ли тебе, музыканту, на жизнь в Лондоне? Но я дополню, получалось ли у тебя еще зарабатывать тогда, когда ты писал музыку для других музыкантов? Да, есть такая проблема. Музыкантам всегда было сложно зарабатывать, а учитывая стоимость проживания в Лондоне, ты тратишь все свои деньги только на аренду жилья. Причем даже самые небольшие квартиры в Лондоне снимать очень дорого. И на старте музыканты зарабатывают совсем немного. Довольно долго я вообще ничего не зарабатывал на музыке и всячески пытался свести концы с концами. У меня получалось перебиваться какой-то музыкальной работой, хотя я не сильно ее любил, но зато я мог платить за квартиру и хоть как-то жить. Тогда я снимал жилье примерно за 200 британских фунтов в месяц, и то это было самое дешевое жилье во всем Лондоне. Чтобы вы понимали, в том здании стены сыпались. Конечно, в начале пути тебе очень тяжело. Главное не останавливаться на достигнутом и смотреть вперед. И еще очень важно не забывать про свою цель, и рано или поздно ты так или иначе ее достигнешь. Друзья, напоминаю, что за день до съемок я публикую пост, где вы можете написать свои вопросы, и лучше я задаю нашим героям. А мы идем дальше. А теперь, друзья, давайте посмотрим самый известный ночной клуб Лондона.
Ministry of Sound. Сегодня здесь выступает Сигала, собственно, поэтому и мы здесь. Очень рады, что народу много, потому что, к сожалению, в России уже клубная культура идет на спад, но здесь эта история продолжается, это не может не радовать. Давайте посмотрим, какие здесь танцполы, их тут очень много. А также здесь платный гардероб 2,5 фунта, это примерно 200 рублей, что непривычно для российского посетителя клубов. Ministry of Sound аж 4 зала с разной музыкой, и все они забиты людьми. Здесь вообще какая-то кислота в этом зале. Но прикольно, что разная музыка. А теперь пойдем еще в один зал. Фанки хаус. А это вип-зал. Пойдемте посмотрим. В этой випке находятся артисты. Здесь Сигала сидит, готовится к выступлению, настраивается, а здесь другие артисты. И также здесь через окна видно основной танцпол. Ну а теперь давайте пойдем на основной танцпол, посмотрим через балкон на него. Там просто сейчас биток. Всем привет! Для меня большая честь быть здесь сегодня, в этот знаменательный день, вместе со звездой мировой музыкальной сцены. Давайте поддержим бурными аплодисментами всемирно известного диджея и продюсера Сигала. Здорово, мальчишки и девчонки! Министерство звука снова распахнуло свои грешные дверцы, и это Сигала Ленд. Вечеринка объявляется открытой. Встречайте! Также хочу отметить, что ни одной драки или даже небольшого конфликта при таком количестве людей замечено не было. Все вокруг были очень доброжелательны. Друзья, пишите в комментариях, какие культовые места вы бы хотели еще увидеть в наших выпусках. Какие напутственные слова ты бы сказал нашим зрителям и всем тем, кто пытается писать музыку, пишет музыку, и всем, кто наткнулся на этот ролик? Здорово! Всем спасибо за просмотр этого ролика. Если вы мой фанат, большое спасибо. Я ценю каждого своего слушателя. Если вы пишете музыку, главное, не унывайте и продолжайте заниматься любимым делом. Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Спасибо, мужик. Было круто. Big Saints, а для тебя у меня есть небольшой, но наш традиционный подарок. О, офигенная круженца. Кружка наша фирменная по студии. А внутри Иван-чай. Скажи, а вы пьете чай в 5 часов дня? Как вот? Нет, чай мы не пьем, но Иван-чай это же совсем другое. Это чай, кстати, в Подмосковье я лично собирал. Респект, брос. Спасибо тебе большое. А внутри кружки еще стикеры. О, стикеры, прикольно, Вот. чтобы расклеить по всей студии, да? Так что тебе спасибо большое, что уделил время. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, с какими мировыми музыкантами вы бы хотели, чтобы я встретился. Также спасибо компании Визовик за то, что сделала нам быстро визы, и мы это все снимаем. И также слушайте Рекорд Клаб Чарт каждую субботу в 20:00. До новых встреч!